Йоко Оно — женщина, о существовании которой знает каждый, но немногие осведомлены, чем она на самом деле занимается. Фанаты Битлз обвиняют ее в том, что легендарная группа распалась именно из-за нее, в результате чего в медиа Йооко часто представала в негативном свете. Однако она — незаурядная личность, изменившая ход искусства и наступившая на собственные амбиции в пользу счастливого брака. Сам Джон Леннон называл Йоко самой известной из неизвестных художников. И действительно, сейчас ее вклад в историю искусства пересматривается и переоценивается. Вполне возможно, что она войдет в учебники как один из важнейших и влиятельнейших художников XX века. Талантливый человек талантлив во всем. И Йоко — яркое тому доказательство. Она стала первой женщиной, которую приняли на философскую программу в университет Гакусюин, один из самых престижных вузов Японии, в котором обучалось большинство членов императорской семьи. Некоторый период времени Йоко планировала стать писательницей. Но в 1953 году она переезжает в Нью-Йорк, куда еще раньше эмигрировала ее семья. И здесь начинается совершенно новая жизнь. Она поступает в художественный колледж и знакомится с поэтами, художниками, писателями и композиторами. Собственно, не просто знакомится, а активно завязывает дружбу и то, что мы сейчас называем коллаборацией. Вскоре Йоко бросает колледж и сбегает со своим новоиспеченным первым мужем на Манхэттен. Там богемная жизнь начинает играть еще более яркими красками. Йоко устраивает бесконечные арт-тусовки в собственном лофте, за что именно ей доверяют такую важную миссию, как построение междисциплинарного креативного сообщества. К ней в гости заходили Джон Кейдж, Марсель Дюшан, Роберт Раушенберг, Пегги Гуггенхайм, Джаспер Джонс и многие другие. В такой вдохновляющей атмосфере трудно не заняться искусством, и Йоко не станет этому призыву противиться. Именно живя на Манхэттене, она откроет в себе художника в широком смысле этого слова. Поняв, что не обязательно привязываться к определенному виду деятельности, Йоко станет одним из основателей важного и влиятельного художественного объединения «Флуксус», в который будут входить Йойо Кусама, Йозеф Бойс, Нам Джун Пайк, Джон Кейдж и другие. Вместе с этим она создавала авангардную музыку, писала сборник перформативной поэзии и начала делать фильмы. А уже в 1964 году мир увидел ее работу, которая считается едва ли не первым партисипативным перформансом и от которой берет начало феминистское искусство. Речь идет о произведении «Cut Piece» — «Отрежь кусок», во время презентации которого Йоко сидела на сцене в своем лучшем костюме, перед ней лежали ножницы, а зрителям было предложено подняться к художнице и отрезать кусочек ее одежды. Едва ли не впервые тогда зритель был столь активным сотворцом искусства, едва ли не впервые заговорили о роли женщины в обществе, о таких широко обсуждаемых сейчас понятиях, как гендерная дискриминация, объективация, сексизм и другие. Именно этот перформанс лег в основу будущей знаменитой работы Марины Абрамович, которая расширила его границы и пошла еще дальше. В том же 1964 году на свет появилась книга, изменившая правила игры. Это сборник под названием «Грейпфрут», состоящий из более чем 150 инструкций, которые зритель, или в данном случае читатель, может выполнить или представить. Например, прятки. Спрячься, пока все не пойдут домой. Спрячься, пока все не забудут о тебе. Спрячься, пока все не умрут. Или смотри на солнце, пока оно не станет квадратным. Кстати, само название книги «Грейпфрут» тоже символично. Йоко считала себя, как и грейпфрут, гибридом, но, конечно, не разных цитрусовых, а двух культур и мировоззрений – японского и американского. Современные исследователи искусства отмечают несправедливость в том, что эта работа
и ее автор не приобрели должной популярности и признания, несмотря на фундаментальный вклад в концептуальное искусство, в то время как преемники Йоко, белые мужчины, конечно, такие как Джозеф Кашут и Лоуренс Вайнер, по сути, делали то же самое позже, получая при этом гораздо больше славы и одобрения. Не стоит забывать, что в те времена женщина, к тому же азиатка, выглядела очень нетипично в мире американского искусства. Йоко еще в 60-х годах поняла всю глубину проблемы перепроизводства и чрезмерного потребления и заявила, что художникам стоит перестать создавать новые объекты. В мире уже все есть. И действительно, художница никогда не будет создавать новые предметы. В своих работах она всегда будет использовать готовые вещи. Например, в ее культовой инсталляции «Белые шахматы». Смысл здесь абсолютно прозрачен – о равенстве и пацифизме. Или в романтической инсталляции «Полкомнаты», где очень буквально показана боль разлуки с любимым человеком. Только после всего этого, будучи по сути уже довольно успешной концептуальной художницей, Йоко знакомится с Джоном Ленноном, и начинается их общая история, а также эпопея с невиданным успехом Билла Льюина Битлз. Исследователи говорят, что именно эта экстраординарная популярность и помешала Йоко стать по-настоящему великой художницей. Сейчас ее художественный язык выглядит слишком простым и очевидным из-за того, что он должен быть понятным для миллионов людей по всему миру. Но, с другой стороны, если отбросить снобизм, то в этом есть плюс. Ведь таким образом Йоко привлекает к современному искусству внимание очень широкого круга людей, для которых слишком концептуальные произведения могут быть сложными для восприятия.